Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо, Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Александр, доходы США от поставок СПГ в Евросоюз рухнули. За первые 7 месяцев США поставили в Европу газа на 7,3 миллиарда долларов, что на 30% меньше в денежном выражении. Александр, а как же захват европейского рынка? Как же дешевый газ из США? Почему все так печально? Начнем, дорогие друзья, вот с чего. Как формируется м, цена газа в Соединенных Штатах на бирже. Там есть такой, ну, там не одна биржа, но главная, центральная, всеми любимая биржа, на которую все смотрят, когда хотят сказать, сколько же стоит газ в Соединенных Штатах, это Генри Хаб. На Генри Хабе цены в ходе сланцевого кризиса начала десятых годов упали ниже отметок, которые в пересчете на привычные нам величины будут составлять $100. То есть меньше $100 за 1000 кубов. Опустились цены на газовой бирже в Соединенных Штатах. И тогда же, ну, как тогда, примерно в 2012-2013 году стали появляться анонсы новых заводов, точнее, анонсы заводов по производству сжиженного природного газа в Соединенных Штатах, на которых планировалось газ сжижить и куда-нибудь его поставить. Люди смотрели на цены в Соединенных Штатах, люди смотрели на планы по этим заводам и говорили, ну вот, смотрите, американцы повезут свой газ, который вот сколько стоит. Они его повезут, и в Европе цены обвалятся. В Европе к тому моменту газовые цены вернулись к отметкам порядка $400 за 1000 кубических метров. Давайте договоримся, что когда я говорю оптовая цена, цена или биржевая цена в данной ситуации это одно и то же. Так вот, цена газа за океаном меньше $100, в Европе $400. Справедливо? Нет, ни в коем случае. И, разумеется, эта несправедливость будет разрушена после того, как американский СПГ прибудет в Европу, ну и, собственно говоря, обрушит эти самые цены. Потому что он же будет ультрадешевым. Но, а как формируется цена газа в Европейском Союзе? Давайте так, чтобы не усложнять наш разговор, а кто хочет посложнее, подписывайтесь на Инфотек, там вот посложнее и с объяснением, почему цены менялись, почему менялись системы ценообразования. Так вот, чтобы не усложнять, я буду говорить о текущей ситуации с ценообразованием в Европейском Союзе. В Европейском Союзе цена газа, продающегося в Европейском Союзе, формируется на газовых биржах, расположенных на территории Европейского Союза. То есть, это не поставщик привозит газ и говорит, ня, вот столько стоит. Это поставщик привозит газ и продает его в рамках сложившегося ценового в Европе, сложившегося ценового коридора в Европейском Союзе на местных биржах. Тут может возникнуть вопрос. А как тогда американцам удавалось продавать газ так дорого? Никак. Им не удавалось продавать газ так дорого. По двум причинам. Причина первая заключается в том, что так дорого складывалось по всему миру. А для Европейского Союза так дорого с 2021 года, со второй половины 2021 года, сложилось из-за специфики местного ценообразования, которое усугублялось статусом нетто-импортера газа. То есть в Штатах, еще раз, тоже биржевое ценообразование. Но Штаты производят с 2017 года газа больше, чем им надо самим. И они могут экспортировать газ. Они нетто-экспортеры. Притом они и импортируют газ тоже. Но это отдельная история. Они являются нетто-экспортером газа. А Европа нетто-импортер газа. И если вдруг в мире возникает нехватка предложения, то по нетто-импортеру, завязанному на биржевое ценообразование, эта нехватка предложения будет бить больше, чем по нетто-экспортеру, завязанному на биржевое ценообразование, и по нетто-импортерам, у которых есть газ и по биржевой привязке, и по нефтяной привязке. Газ, который шел с нефтяной привязкой, в Азию 75% газа идет с нефтяной привязкой. Так вот, газ, который шел с нефтяной привязкой,
не дорожал столь же стремительно, как газ, который шел с биржевой привязкой. Это, кстати, признак кризиса. Когда говорят газовый кризис, а что это за зверь? Это когда у вас цена одного и того же газа с нефтяной привязкой и с биржевой привязкой не просто немного отличаются, ну там в пределах процентов 20, а когда они отличаются продолжительный период времени кратно. Вот, это газовый кризис. И, собственно, Азия, которая могла увеличивать закупки газа с нефтяной привязкой. Большой привет всем, кто сейчас продолжает говорить, так Китаю скидки на газ, а в Европу мы вот газ продаем по нормальным ценам, а Китаю скидки предоставляем. Нет, Китай ценообразовый, в Китае мы продаем газ с нефтяной привязкой. Поэтому газ Китая обходится не то что дешево, он обходится ему нормально. А Европе при текущих условиях он обходится ненормально, если угодно. Он обходится дороже, чем мог бы обходиться, если бы лет 10 назад «Газпром» не начали пинать в Европе на тему того, что быстренько отказываясь от нефтяной привязки в пользу биржевой привязки. Если бы «Газпром» сохранил нефтяную привязку, то в ходе вот этого кризиса газового он бы газ поставлял в Европу, ну, где-то долларов за 300, а не за 3000 в отдельные периоды времени. Ну ладно, я несколько утрирую, но дороже $1000 наш газ туда шел в ходе этого ценового кризиса. Итак, в Европе цена газа формируется. Для Европы цена газа формируется в Европе, на местных биржах. И газ из Соединенных Штатов пришел. Потому что не газ пришел дорогой и цены выросли, а цены выросли и газ пришел. Давайте еще раз. Как вот у лидеров общественного мнения выглядит эта картина? Американцы привезли свой дорогой газ. Ну как, привезли и сказали «на». А европейцы такие а мы к России. Не, мы сейчас Северный поток взорвем. Бух, нету Северного потока. Бери у нас наш дорогой газ. И вот с сентября 22 года, видимо, стали брать дорогой американский газ. Вот так вот выглядит это вот в этой фантастической вселенной. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Как это выглядит в нашей вселенной, обычной? В декабре 2021 года биржевые котировки в Европе в ходе мирового энергетического кризиса поднимаются до отметок порядка $2000 за 1000 кубов. И вы не поверите, весь газочек, который можно было развернуть и повезти в Европу, развернули и повезли в Европу. В том числе поставщики газа, которые везут газ американского производства. Вот они могли развернуть и повезти, они развернули и повезли. Китайцы в это время снижали закупки через биржу, потому что какой смысл покупать за 1500 на бирже, если вы можете увеличить закупки газа по трубопроводам и в виде СПГ, но газа, привязанного к нефтяной корзине, а не к бирже. И кроме того, можно в принципе сократить спрос на газ, увеличить спрос на уголь. Что и было сделано Китаем в октябре 2021 года, когда никто еще не знал, что энергетический кризис есть только в Европе и возник он только после февраля 2022 года. Вот тогда, знаете, и в Европе, и в Азии, и везде думали, что у них везде вот газовый кризис и энергетический кризис в целом. Газовый, в частности, энергетический кризис в целом. Вот. То есть газ пришел потому, что цены выросли, а не газ пришел и цены выросли. И для желающих я могу предложить, либо ко мне на спонсор подписаться, или Boosty, нефтегазовая игра. Там я даже с графиками выкладывал эту историю. Одна из последних записей, кстати. Вот, где видно, что тот самый рост поставок из США, или с американского направления, если уж совсем точно говорить, произошел в январе 2022 года. Не в сентябре 2022, не после февраля 2022, сразу после февраля, а в январе 2022. И я скажу страшное, поставки в Китай из Соединенных Штатов в январе 2022 года снизились до нуля, при том, что до этого Китай по итогам 2023 года был вторым по величине потребителем газа, производимого в Соединенных Штатах. Первым по величине был Европейский Союз? Нет. Первым по величине была Южная Корея, потом Китай, потом Япония.
Собственно говоря, это три крупнейших потребителя сжиженного природного газа, если мы смотрим не по макрорегионам, каким является Евросоюз, а отдельно по странам. И вот, по поводу снижения цен. Ну так котировки сократились, и доходы компаний, которые поставляют этот самый СПГ, сократились пропорционально снижению котировок. Я понимаю, это может странно прозвучать для тех людей, которые, ну, вдруг впервые зашли к нам на канал, впервые увидели наше изложение вот этой вот истории, а до этого слушали лидеров общественного мнения, которые делились своими представлениями о прекрасном, которые заключались в следующем. Пришли американцы и говорят: на, дорогой СПГ, а нам не надо. А мы сейчас сделаем так, чтобы стало надо. И хопа, стало надо. Нет. Нет, я понимаю, что в этой картине очень странно выглядит. А что тогда, почему тогда газ, цена газа падает, если они свой дорогой СПГ привезли? А что цена газа падает? Потому что она формируется внутри Европейского Союза. И, кстати, наш газ не какой-то ультрадешевый. Меня, извините, раздражает, когда вот у нас лидеры общественного мнения рассказывают: наш дешевый газ. Мы выглядим в этой схеме идиотами. Прекратите выставлять нас идиотами. Мне это очень не нравится, когда нас выставляют идиотами. Почему я так считаю? Ну, вдруг кто-то из аудитории не понимает. Потому что если кто-то может продать товар дороже, а вы продаете его дешевле, то есть, видимо, ниже рыночной цены, то вы идиот. Зачем вы так делаете? И кроме того, население Российской Федерации будет задаваться вопросами. Это я говорю к тем, кто речи пишет. Пожалуйста, я очень прошу, обратите внимание на это обстоятельство. Население Российской Федерации после вот этих тезисов задается вопросом: а нафига мы им дешевле продавали? То есть мы кто в этой схеме? Мы нормальные продавцы, которые продавали в рынке. Наш газ обвиняли в середине 10-х годов, что он очень дорогой. Вот сейчас приедет ультрадешевый американский СПГ, устроит ценовую войну российскому газу, в этой войне российский газ проиграет, и Европа переключится на СПГ из Соединенных Штатов, потому что он ультрадешевый. Опять же, такие вот размышления были. А наш газ обвиняли в том, что он очень дорог. Наш газ всегда был в рынке. Кому-то из потребителей, да, он обходился дешевле. Но эти потребители расплачивались с нашими поставщиками за эту дешевизну. Кстати, дешевле это значит, ну, процентов так на 10, может быть. Это вот дешевле. На 5 это дешевле. И прибегает какая-нибудь Польша и говорит: а почему Германии обходится дешевле, чем нам? Надо, чтобы всем было одинаково. Видимо, подразумевая, что им надо так же, как немцам. Нет, им бы было так же, как... Это бы немцам стало, как им, если бы всем одинаково. А немцы расплачивались за это. Делились технологиями, допускали до внутреннего рынка, создавали совместные предприятия добычные на территории Евросоюза, занимались расширением подземных хранилищ газа, хранение газа в которых стоит денежек. То есть позволяли зарабатывать в Евросоюзе, компенсируя вот эту скидку. Вот так мы выглядим адекватно, на мой взгляд. И цена нашего газа тоже была привязана с определенного периода времени, то есть с конца 90-х, конца 10-х, начала 20-х годов, цена нашего газа тоже привязана к биржам на территории, биржевым котировкам на территории Европейского Союза. Да, с некоторым временным лагом, поэтому могут возникать некоторые противоречия, когда вы смотрите на цены там, цены тут. Но тоже привязано к бирже, как и тот газ, который идет из США. На этом все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, пока YouTube замедляют и пока его не заблокировали вместе с нами окончательно, подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в условиях подобного замедления. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего. Подписывайтесь на нефтегазовую игру, подписывайтесь на Инфотек. Пройдите в ссылке в описании. Ну и, разумеется, подпишитесь везде на Геоэнергетику Инфо, где только можете ее обнаружить. Рутюб, ВК, еще и комментарии пишите. Кстати, если вы смотрите нас в ВК, пожалуйста, поставьте лайк хотя бы. А лучше поставьте лайк, напишите комментарий. Потому как активность ВК низкая, что там с алгоритмами непонятно, есть там эти алгоритмы или нет, тоже не совсем понятно. Канал надо продвигать, ну и если он вам нравится, опять же, поспособствуйте. Всего хорошего. До свидания.